Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня я расскажу топ-5 редких и труднодоступных предметов из классического World of Warcraft. Что ж, начнем. Пятое место занимает посох Трость Ректора, который добывался с темного магистра Гандлинга в классической версии Некроситета. С выходом Пандарии Некроситет был переработан, и данный посох более недоступен в игре. Этот посох отлично подходил чернокнижникам и был единственным эпическим посохом, который они могли получить вне рейда. Чернокнижники фармили его ежедневно, так как шанс у него был примерно 2%. Помимо всего, он был хорош тем, что мог давать баф на 18 интеллекта, который, ко всему прочему, стакался с бафом мага, что давало ему неотъемлемый плюс. Четвертое место занимает двуручный топор Темное Лезвие Безумия, который добывается с последнего босса Анкеража, древнего бога Ктуна. Шанс дропа данного топора невелик, около 8%, что делало его достаточно редким. Множество игроков каждый раз надеялись на его дроп, так как это оружие было по-настоящему мощным. Да что там говорить, он был какое-то время лучшим топором классического World of Warcraft, пока не появился Наксрамас. Что же делало его таким особенным? Помимо отличного ДПСа, он давал прок, который дезориентировал противника на 3 секунды. Именно по этой причине его полюбили PvP игроки. Также топор довольно-таки красив, что делает его целью различных милишных классов, дабы трансмагрифицировать его, ведь он до сих пор падает с древнего бога Ктуна. Второе и третье место я отдал двум уникальным классовым оружиям. Благодарение Анафема и Рок-Делар Длинный Лук Древних Хранителей и Лок-Делар Посох Древних Хранителей. Получить эти предметы можно было еще во время гнева Короля Лича. Получение столь интересных оружий заключалось в достаточно трудной квестовой цепочке. Почему же они уникальны? Каждый из этих самопреобразующихся оружий заслуживает своей собственной колонки в WoW-вики. Поэтому я не буду вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что эти оружия были вершиной для рейдящих жрецов и охотников в классическом World of Warcraft. Квестовые линии были очень сложны, и многие детали могли бы быть завершены только в соло. Квесты охотника, например, в определенных случаях даже не позволяют использовать вашего питомца. Владея одним из ранее упомянутых оружий, вы давали знать, что не только имели успех в рейдах, но и то, что вы освоили свой класс. Модели были мгновенно узнаваемыми для игроков вокруг вас. Так что вы собирали уважение от других на вашем сервере, просто обладая этим оружием. К сожалению, с выходом Катаклизма цепочки были удалены из игры, и эти оружия более недоступны в игре. Но говорят, если у вас осталось 2 квестовых предмета, то выполнить его вполне возможно. Рок-Делар Длинный Лук Древних Хранителей и Благодарение превращались в различные виды оружия в качестве используемых. Благодарение раз в 30 минут превращается в Анафему, но только по вашему желанию, и также можно его вернуть обратно. Лук Рок-Делар изначально превращается в Лок-Делар, посох с сопротивлением природы. Большинство охотников не удосужились использовать версию посоха, однако и преобразование создает проблемы с чарами. Blizzard в конечном итоге предложили лук и посох как отдельное оружие. Первое место достается достаточно известному клинку Оскверненный Испепелитель, который можно было получить в классической версии Наксрамаса из сундука, который появлялся после убийства 4 всадников, вплоть до выхода дополнения «Гнев Короля Лича», так как Наксрамас был переработан и перелетел Нордскол. Этот меч принадлежал падшему лорду Александру Магрейну. Когда игрок получал этот заветный меч, он получал ауру, под действием которой его модель становилась темной, а время от времени слышался голос падшего Магрейна. Помимо всего прочего, этот меч изменял вам репутацию с 2 фракциями.
так к вам относились с дружелюбием в монастыре Алого Ордена, а Серебряный Рассвет стал испытывать ненависть к вам. Кое-что дополню про монастырь Алого Ордена. Когда игрок, владевший оскверненным испепелителем, заходил внутрь подземелья, запускался ивент, в котором при вашем приближении послушники Алого Ордена вставали на колени, и сам сын Макгрейна при виде клинка отдает в ваше распоряжение его войско. Но из клинка появляется дух самого Александра Макгрейна, и после недолгой реплики отец убивает сына за его предательство. Меч был поистине популярен среди игроков до самого обновления Наксрамаса, и за ним постоянно ходили еще во времена The Burning Crusade. Я думаю, что он заслуживает первое место в этом списке. И уже всем не секрет, что с Легионом, паладином специализации воздаяния, выдадут уже очищенный испепелитель, который принадлежит на данный момент Тириону Фордрингу. На этом все. Если вам видео понравилось, то вы можете подписаться на канал и поставить лайк к этому видео. Всем хорошего ролла, до скорых встреч, до свидания.